Есть группы, которые становятся легендами. Есть группы, которые остаются в тени. А есть группы, которые просто не умирают, несмотря ни на что. All Out War. Это третий случай. 8 альбомов, несколько распадов, кража оборудования в Чикаго, которая чуть не похоронила карьеру. Лейбл, с которым они расходились и сходились как в токсичных отношениях. И все это время вокалист группы работал учителем истории в обычной средней школе. Металлхеды называли их хардкором. Хардкорщики называли металлом. Никто не знал, куда их поставить. И это ключ ко всей истории. Сегодня я хочу разобраться, что это вообще за группа, почему то, что они делали более 30 лет назад, до сих пор звучит более живее многих современных релизов, и что нужно иметь внутри, чтобы не сломаться. Раз, два, три, 4 раза подряд. Поехали! 1991 год. Хадсон-Вейли, штат Нью-Йорк. Это не сам Нью-Йорк, а меньше часа от города, но это другой мир. Скейт-парки, небольшие клубы. Сцена есть, но шоу редкость. А значит, когда что-то происходит, приходят все. Именно в таком месте в декабре 1991 года All Out War сыграли свой первый концерт в скейт-парке в Ньюбурге. Все закончилось дракой и приездом полиции. Нормальное начало. Группа собралась из музыкантов разных хардкор-команд, но с самого начала они хотели чего-то другого. Все вокруг слушали Anthrax, Slayer и иногда Chrome X. Стандартный набор для хардкора с металлическим уклоном. All Out War смотрели в другую сторону, на немецкий трэш. Creator, Sodom, Destruction. Группы, на которые тогда на хардкор-сцене вообще никто не равнялся. Металлхеды слышали хардкор. Хардкорщики слышали металл, но никто не хотел их до конца принимать. Они были чужими везде и своими нигде. Но именно это странное положение между двумя мирами и стало их фишкой. Они не пытались понравиться ни тем, ни другим. Писали то, что хотели сами. И это было жестко, мрачно и совершенно ни на что не похоже. В 1997 году выходит их первый альбом Truth in the Age of Lies на немецком лейбле Gain Ground. Запись для узкого круга, почти никакой дистрибуции, но те, кто слышал, запоминали их навсегда. Victory Records, Чикаго. Это был один из главных хардкор-лейблов того времени. Hatebreed, Snapcase, Strife. Серьезная компания. И теперь All Out War. Выходит второй альбом For Those Who Were Crucified. Продюсер – молодой Стив Эвитс, который потом будет работать The Cure, Dillinger Escape Plan и Senses Fail. Но сейчас, в 1998 году, он просто очень точно понимает, как должна звучать живая злость на записи. Альбом получился чем-то особенным, открывающий трек с ударами в тома перед главным рифом. Люди, которые слышали их впервые, говорят, что до сих пор мурашки по телу. 20 лет спустя вокалист Hatebreed, Code Orange, Terror и Integrity будут вспоминать, как об определяющем моменте в своей жизни. Это не гипербола, это факт. И вот тут должна была начаться новая глава. Тур, поддержка лейбла, рост. Вместо этого катастрофа. Во время тура из их машины украли все оборудование и инструменты. Абсолютно все. Лейбл помог оплатить один усилитель. Один! Остальное все из своего кармана. Группа вернулась домой и начала копить деньги заново. Но пока они разгребали последствия, мир уже переключился на других. Тот бешеный драйв, на котором они неслись, просто растворился в ожидании. Но All Out War не умели сдаваться. Они все равно поехали. С Buried Alive, с Shadows Fall, Chrome X, с Dying Fetus и дали несколько хедлайнерских туров в 2001 году. Фестиваль New England Metal and Hardcore в 2001
Вокалист Майк Скор повернулся к ребятам в машине и сказал: «Хватит, я не могу больше». Сыграли шоу и 2 года не разговаривали. Вот так заканчиваются группы. Не всегда со скандалом. Иногда внутри просто становится пусто. Ты смотришь на парней в фургоне и понимаешь, нам больше нечего друг другу сказать. Пока группы нет, что делает Майк Скор? Идет в университет, получает диплом, становится учителем истории в средней школе Valley Central в Ньюбурге, преподает историю и курс по устройству государства. На первый взгляд странно, металкорщик и школьный учитель. Что может быть общего? В интервью он спокойно рассуждает об истории, а на сцене выплескивает ее через ярость. Он орет о лицемерии религии, о политиках-кукловодах и о системе, которой нужно одно, чтобы ты покупал и молчал. В школе он борется с этим иначе. Майк кладет перед детьми первоисточники и говорит: «Не надо пересказывать учебник, скажите мне, что написано здесь, кто это написал, зачем и можно ли этому верить». Для него это не разные работы, это одна и та же битва. Призыв один: думай сам, не создавай себе кумиров. Правительства обманывают людей тысячи лет. Чего ты взял, что что-то изменилось? В этом нет пафоса. Просто Майк искренне считает, что критическое мышление – это единственная защита. Кстати, студенты знали о группе и приходили на концерты. Он об этом рассказывает с усмешкой. Каждые несколько лет появляется новая группа металлхедов, которые находят его через музыку. Потом они заканчивают школу, и все затихает. До следующей волны. Умирает Фрэнк Коллинз, гитарист Confusion. Группы, с которой у All Out War была общая история, общие сцены, общие воспоминания. Его друзья организуют мемориальный концерт в Сибиджибе. Хотят собрать всех, кто был рядом в начале 90-х. Скоро звонит ребятам. Первый раз за 2 года. Они репетируют, играют шоу, и что-то щелкает обратно. Не сразу. Сначала одиночные концерты, потом запись. В 2007 году выходит 4-й альбом Assassins in the House of God. Потом уходят с Victory Records, потом возвращаются. Потом уходят снова, уже насовсем. Самое интересное происходит позже. В 2013-м они собирают состав образца 1998 года. Тот самый, который записал For Those Who Were Crucified. И начинают играть снова, но уже совсем на других условиях. Никаких бесконечных туров, никаких попыток угнаться за трендами. В таком режиме они выпускают 3 альбома за 10 лет. Пока они просто делали свое дело, те, кто вырос на их музыке, стали главными звездами сцены. All Out War, именно они поставили Hudson Valley на карту тяжелой музыки. Nails, Terror, Integrity, Сибальба. У всех одна и та же история. Услышали их в подростковом возрасте, и что-то внутри сдвинулось навсегда. Так почему они выжили? Дело не в том, что они пытались вписаться, а как раз наоборот. Их спасло то, что они были чужаками для всех. Когда тебя не принимают ни металлисты, ни хардкорщики, у тебя просто нет выбора. Либо ты растворяешься, либо начинаешь подстраиваться. Либо ты идешь глубже в то, что есть. All Out War выбрали второе. Они никогда не пытались стать популярными. Это буквально стратегия выживания. Когда нечего терять в коммерческом смысле, ты перестаешь писать для аудитории. Ты пишешь для себя. И парадоксально, именно это и привлекает людей, которые устали от музыки, написанной для всех сразу. Есть еще одна вещь. Скор однажды сказал, что его решение стать учителем было напрямую связано с музыкой, что сцена научила его работать с залом, что в преподавании, как и в хардкоре, нужно уметь удерживать внимание людей, которые изначально не хотят тебя слушать. Человек, который каждый день объясняет подросткам, почему нельзя верить одному источнику,
Он не может писать музыку, которая просто развлекает. У него другие задачи. Он хочет, чтобы ты подумал, чтобы злился, чтобы не соглашался. И именно поэтому All Out War звучат одинаково честно. И в 98 году, и сегодня. Они никогда не пытались быть кем-то другими. Им не нужно было казаться моложе, моднее или злее. Они и так злее всех остальных. 35 лет, 8 альбомов, несколько смертей, распадов и возвращений. Группа, которую время так и не смогло убить. Это All Out War.